Друзья, всем привет! Многие любят белую обувь, но вот, например, мне очень не нравится, когда подошва желтая. Вот посмотрите, какая она. Путем мытья, то есть губка, там, моющее средство любое, желтизна не уходит. И сейчас я вам покажу, если помыть, что будет. Конечно, они совсем грязные, но сейчас я помою, покажу вам, что получается. И потом покажу один препарат медицинский, который стоит совсем-совсем недорого в аптеке, но подошва будет белая. Обувь, конечно, стала чуточку чище, но желтизна осталась. И ни одно моющее средство, ни хозяйственное мыло, ни какие-то бытовые какие-то средства ничего не спасает. Ну и про средства, которые я обещала. Это муравьиный спирт, продается он в аптеке, стоит 30 рублей. Такой вот пузырек, здесь 50 миллилитров. Открываем. Берем салфетку, наносим и на подошву. Не забудьте сразу подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы быть всегда в курсе новых интересных видео. Друзья, вот так вот работает муравьиный спирт. Попробуйте. Конечно, обувь вы новой не сделаете. Этой обуви у меня года 3 или 4. Но какие-то прям ярко выраженные желтые пятна прекрасно убирает. Поэтому возьмите обязательно на заметку. Сейчас я доубираю здесь желтые пятна. И хочу, наверное, с вами попрощаться, чтобы не тянуть ваше время. То есть муравьиный спирт работает, но, конечно, не прям там супер-супер-супер 100% сделает он белоснежную обувь. И сейчас еще дам один совет. Обязательно его возьмите на заметку, потому что он пригодится. Никогда, ни при каких обстоятельствах не пробуйте даже чистить подошву белизной, потому что белизна дает желтизну. То есть вы будете чистить от желтизны, а подошва будет желтеть и желтеть. И потом вы от этой желтизны ничем не избавитесь. Это возьмите на заметку. Друзья, на этом я хочу с вами попрощаться. До следующих встреч. Делитесь этим видео с друзьями. Всем пока-пока.